we can be free. All the future sad, all the future sad, running through my head, running through my head, running through my head. Всем привет! Сегодня мы поговорим про долгосрочную мотивацию. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропускать другие видео. Nobody else, so we can be free. All the future sad, all the future sad, running through my head, running through my head, running through my head. Сегодня мотивация – это магический ответ на любой вопрос. Если бы у вас был стимул, вам бы было под силу и сбросить лишний вес, и написать книгу, и начать свое дело, и выполнить вообще все, что угодно. Смысл мотивации в том, что без нее ничего невозможно добиться. Так каким же образом можно оставаться мотивированным каждый день? Сегодня я представляю вашему вниманию мое видение. 5 шагов для развития долгосрочной мотивации. Но вот вопрос. А что если мотивация никогда к вам не придет? И что в таком случае нужно делать? Является ли мотивация решением проблем? Все мы часто слышим от окружающих фразу: «Если бы я был больше мотивирован, у меня все бы получилось». Речь идет о том, что мотивация – это решение ваших проблем. Если бы у вас был стимул, вы бы смогли платить долги, найти новую работу, вернуться в школу. Но что, если это не так? Что, если мотивация – это не решение проблем? А что, если мотивация – это всего лишь следствие проблемы или решения, которые вы выбираете? Что первично – мотивация или действие? Лично я уверен, что между мотивацией и действием существует что-то вроде танца, в котором оба партнера равноценны. Кто делает первый шаг, кто ведет? Давайте становиться практиками. Что проще сделать в ближайшие 5 минут? Найти в себе невероятную мотивацию или начать действовать? Мотивация не может быть вызвана по требованию. Вот действие совсем другое дело. Вы сможете прямо сейчас предпринять первый шаг на пути к цели всей вашей жизни. Если вы не знаете ответ на этот вопрос, то я подскажу. Он совсем прост. Да. Вы можете прямо сейчас начать действовать. Хотите написать книгу? Напишите первую страничку. Таким образом вы сделаете свой первый шаг. Ну или второй. Хотите скинуть пару лишних килограмм? Запишитесь в тренажерный зал. Хотите найти новую работу? Создайте резюме. Итак, теперь вы знаете, что начать действовать легче, чем найти мотивацию. Но теперь вырисовывается новый вопрос. Мотивация – это следствие ваших действий? Или же наоборот, ваши действия являются следствием мотивации? Досадное непонимание мотивации заключается в ложном мнении большинства людей насчет того, что они должны быть мотивированы, чтобы добиться желаемого. Мотивация – это прекрасно. Это замечательное чувство, которое вдохновляет нас. Но мотивация может быть непостоянной. Сегодня она есть, а завтра ее уже может и не быть. По моему глубокому убеждению, существует всего 2 типа мотивации. Краткосрочная и долгосрочная. Краткосрочная мотивация – это не более чем вспышка или порыв души. Она крайне быстро покидает вас. Долгосрочная мотивация не зависит от экономики страны, политических новостей, мнения экспертов и вообще от чего-либо в окружающем мире. Это глубокая, длительная мотивация. Она внутри вас. Этот вид мотивации вы чувствуете в глубине души. Лично я называю ее пожизненной. Вопрос. Как развить эту пожизненную мотивацию? 5 шагов для развития долгосрочной мотивации. Шаг 1. Четко определите, чего вы хотите, и запишите на бумаге. Прежде всего, нужно определить цели, которые вы хотите достигнуть. Только четкое обозначение собственных желаний способствует зарождению длительной мотивации. Вот отличное упражнение, которое поможет ясно определить,
чего вы хотите добиться в жизни. Возьмите чистый лист бумаги и приготовьтесь записывать. Представьте себе, что прошло 5 лет. Все, что вы хотели, у вас уже есть. Задайте себе все необходимые вопросы. Как проходит ваш день? Чем вы занимаетесь в течение дня? Какие отношения вам удалось построить? Каким образом вы зарабатываете на жизнь? Как много денег вы получаете? Как вы чувствуете себя? Что вас интересует в жизни? Пишите, не стесняйтесь. Шаг 2. Почему вы этого хотите? Четкое понимание того, чего вы хотите, несомненно, крайне важно. Но не стоит забывать и о важности понимания, почему именно вы этого хотите. Одним словом, вы устанавливаете цель для своей цели. Конечно, звучит глупо, но это так. Задайте себе логичные вопросы. Зачем это вам? Как это повлияет на вашу жизнь? Шаг 3. Разработайте пошаговый план. Убийца мотивации – неопределенность и недостаток знаний. Поэтому, чтобы найти мотивацию, нужно приобрести знания и установить определенность. Посмотрите на свое 5-летнее видение. Запишите, какие конкретные шаги необходимо предпринять, чтобы все именно так и получилось. Только без лишних сложностей. Пусть это будет всего лишь несколько пунктов, но, по крайней мере, они приведут ваши мысли в порядок. Создайте план. Может быть, он не будет идеальным, но это станет началом вашего пути. Пусть теперь он служит картой, согласно которой вы будете двигаться вперед. Шаг 4. Сделайте первый шаг. Итак, у вас есть план, вам только нужно сделать первый шаг. Вы должны ясно понимать, чего хотите добиться, почему это важно для вас, и создать план действий. Вперед! Пусть все случится. Действительно, все в ваших руках. Шаг 5. Посмотрите на первые результаты. Приблизительно через неделю вы сможете увидеть результат предпринятых вами действий. Это позволит вам учиться на собственном опыте, постепенно увеличивая темп, с которым вы добились желаемого. В общем, это дает вам возможность постоянно учиться и расти. Именно благодаря этому вы сможете стать человеком, которым и должны быть. Вспомните ваши действия на прошлой неделе и ответьте на вопросы. Какие действия продвигают вас к вашим целям? Продолжайте это делать. Какие действия мешают вам достигать поставленной цели? Прекратите это делать. Какой первый шаг вы можете предпринять уже на этой неделе, чтобы достичь желаемого? Немедленно действуйте. Помните, убийца мотивации – это недостаток знаний. Если вам кажется, что вы просто работаете на беговой дорожке, это убивает вашу мотивацию. Не торопясь, сделайте шаг назад и оцените ваши действия и план. Таким образом, вы как бы заправите свою мотивацию и сделайте такой короткий отдых, так сказать. Прежде всего, действуйте. Вот простая реальность. Вы можете всю жизнь прожить в ожидании мотивации, а она может никогда не прийти к вам. Но прямо сейчас, в данный момент, вы можете начать действовать. Как вы видите из сказанных мной шагов, только во время действий вы получаете требуемую мотивацию. Так что вперед! Спасибо большое за то, что ты посмотрел это видео. Я очень благодарен. Обязательно поставь лайк этому видео. Подпишись на мой канал, если ты не подписан. И напиши комментарий. Оцени мое видео, как понравилось вам оно или нет.